Всем привет! Сегодня наше видео посвящено самостоятельной замене термостата на Ford Focus 2 с мотором 1.8 двигателя. Вот, приобрел я термостат такой, купил оригинал, не стал заморачиваться. Ну вот их код. Вот так он выглядит. Здесь, как мы знаем, воск находится, но это не электронный, это обычный термостат. Будем менять. Находится термостат справа от двигателя, если смотреть по ходу движения. Ну, от нас, если мы сейчас смотрим отсюда, находится слева, как мы все знаем. Вот в этом месте. Вот там. Ну, когда снимем, все покажу. Что нам надо будет сделать сначала? Ну, вначале я отключу аккумулятор, чтобы ничего не закоротило. Надо будет то, что пленка еще будет закрыть генератор. Он находится под термостатом, там может вытечь со стаканчик антифриза. Чтобы не закоротило, отключим аккумулятор и потом закроем пленкой генератор. Но для начала нам, естественно, надо будет снять решетку радиатора, защиту двигателя. И вот здесь находится, покажу, пробка. Надо будет слить антифриз. Я солью, взял контейнер такой вот, пакетики, чистый, чтобы потом его залить обратно. Потому что на моем канале есть видео, как я уже менял летом антифриз полностью. Смысл мне заливать новый не вижу. Есть у меня разбавленный. Вот литр уже готовый. У меня остался после замены антифриза. Я думаю, его хватит. Ну, у меня еще одна бутылочка есть. В общем, сейчас аккумулятор отключим. Снимем решетку радиатора, снимем защиту и начнем сливать. Слил я тосол. Так, это контейнер 7-литровый. Ну, я понимаю, так литр 2,5, наверное, слилось. Правда, еще, наверное, пол-литра текло. Вот у меня лужа такая натекла. Ну, посмотрим. Доливка есть. Дольем. Так. Сейчас будем заниматься демонтажом ролика натяжного и самого термостата. Так, не знаю, наверное, решили небольшой трогать не будем. Посмотрим. Фара. Не знаю, если помешает, может, ее тоже отодвинем. Так, ну вот, головкой на 17 в сторону стекла мы отодвигаем ролик. И будем сейчас снимать ремень. А потом открутим ролик. Ну, одной рукой делать неудобно. Покажу уже, когда сниму. Ну вот, мы сняли натяжной ролик. Вот он. Так он стоял. Сразу хочу сказать, что нужны желательно какие-нибудь удлинители, переходники. Так подлезть очень, видите, как проблематично. И вот видим наш, вот он. Вон видим наш термостат. Как видим, у него два вверху болта, который придется открутить, по-моему, на 8. Наверное, сейчас снимем вот этот вот еще разъем, который мы видим впереди, чтобы не мешал. Два разъема, ну, вверху и один внизу. Так, вот так он у нас стоит, получается, да? Так, вот так он у нас стоит. Так, вот два разъема. Нет. Так, вот так он стоит. То есть получается у нас два вверху разъема и один со стороны двигателя. Вот этот. Честно говоря, не знаю, как там придется подлезть. Наверное, придется лезть снизу. Каким-то образом лезть снизу, может быть, поддомкрачивать придется машину. Ну, сейчас будем снимать шланги и попробуем открутить, по крайней мере, разъем. И дальше открутим два верхних, а с нижнего будем думать,
Ну, это известная проблема термостатов. Нижний болт. Ну, без ямы сложнее делать. Ладно, будем сейчас заниматься следующим этапом. Вот закрыл я генератор пленочкой. Два болта мы видим. Отсюда, один снизу. К нему отсюда не подлезть, уже посмотрел. Поэтому пришлось поддомкратить этот автомобиль, чтобы можно было подлезть снизу. И сейчас начнем приступать. Сначала открутим эти, их тоже не так-то просто откручивать. А дальше будем откручивать нижний. Ну вот я снял шланги, крутил два болтика. Вот один, вот второй. Честно могу сказать, что тут нужно возвращаться. У меня вот набор есть ключей, воротки, изгибатели такие мягкие. Потому что, конечно, тут сорвать-то можно обычной восьмерочкой, рожковым ключом. А вот выкручивать-то пальчиками будет сложнее. Ну и теперь покажу нижний. Вот. Так, я не знаю, тут не видно. Не сфокусировалось. Может, так лучше будет видно. Вот видите, где штрих-код, еще один болтик снизу. То есть надо вот сорвать, наверное, рожковым ключом, открутить тоже воротком. Пальчиками-то не подлезть очень далеко. Сверху тоже, но никак. Так что будем сейчас возвращаться дальше. Извлекли наш старый термостат. Какое-то окошечко непонятное. Так, вон, видите, место посадки тут хорошо, что закрыли. Генератор, потому что полезла оттуда охлаждающая жидкость. Так, ну вот, смотрите. Вот наш старый. А вот новый. Блин. Вот новый наш. А вот старый. Ну, визуально видно, да, что он у нас заклинил в открытом положении. Все время пускал по большому кругу. Видите разницу? Визуально видно, насколько. Соответственно, температурный режим был неблагоприятный. Ну, тут видим металлические уже сделаны. Усики здесь пластмассовые. И от этого окошечка нету снизу. Для чего оно сделано, непонятно. Ну, сейчас будем ставить на место. И все прикручивать, опять тратить время. Сейчас вот так его поставим. Вот так он у нас, да, вот так ставится. И прикрутим на место. Ну вот я поставил новый термостат. Еле затянул, конечно, снизу-то вообще еще тот гемор. Приходится так извращаться, что... Так, сейчас будем одевать шланги. Ну вот мы поставили наши шланги. Сейчас будем крепить натяжной ролик. И дальше будем ставить ремень, фару и наливать антифриз обратно. Все поставил на место. Фару, крышку. Поставил ролик натяжной, ремень. Аккумулятор подключил. Сейчас будем наливать наш антифриз, то что слили. Включать двигатель. И смотреть, как у нас откроется термостат новый. Надо будет подлить еще. Ну, сначала зальем то, что слили, потом у меня есть доливка, там 2 литра. Вот залил я сюда весь антифриз. У меня он сразу весь ушел, добавил еще целый литр.
И еще там половинку, вот пока, по идее, должен открыться. Температура уже поднялась, но по торку показывает пока 55-60. Нижний шланг, который у нас идет, он пока еще холодный на радиатор. Естественно, это понятно, это горячий. Нижний, который идет на радиатор, он холодный. Вот этот. Соответственно, пока по малому кругу еще двигается. Антифриз. Естественно, вентилятор не работает. Прогревать, тем более сейчас у нас уже минус на улице. Скорее всего, наверное, я сейчас... Так, крышку не буду до конца закрывать, потому что он должен воздух выдавить. Соответственно, выйти отсюда должен воздух. Посмотрим. Сейчас я, наверное, поеду уже. Переоденусь, поеду, в процессе движения быстрее прогреется. И если что, долью антифриз сюда. Температура, ну, да, градусов 50, не больше пока. Пока он еще не ушел, естественно, у нас по-прежнему еще не открылся термостат. Ну вот, такое вот действие по замене термостата. Так, откроется, посмотрим, как он выглядит. Сюда надо будет долить, не знаю, может быть, немного надо будет доливать. В принципе, я собрал почти все. Ну, может, у меня, ну, литр максимум вылилось.